Всем привет! Меня зовут Егор, и вы на моем канале. Сегодня мы обозреваем модель, которую я собирал не для себя и не по своему, можно сказать, желанию. Это модель, собранная под заказ. На сегодня собрано несколько десятков таких моделей, вот заготовки все за моей спиной. И сегодня я, в общем-то, их буду сдавать заказчику, поэтому я решил снять такой обзор, пока они у меня все есть. Значит, это умный интеллектуальный буровой станок SmartRock Epiroc. Делает его компания Epiroc. SmartRock это линейка, и у него есть индекс D65. Здесь сейчас индекса нет, потому что модель без стикеров. Стикеры будут оклеиваться позже. Под модель заказаны стикеры, упаковка, сделан ложемент, чтобы модель красиво лежала в коробке. Да, модель будет презентоваться в собранном виде. Вообще для меня модель была открытием реальное, потому что я не знал, насколько вообще могут быть продвинутые вот эти все буровые установки. Эта буровая установка, она имеет буровую колонну, стрелу, кабину оператора и сзади вот этот блок, где находятся все агрегаты, компрессоры, моторы. Первоначально клиент пожелал, чтобы модель была похожа на одну из самоделок, которая есть в сети. Однако там модель была построена чуть попроще, как мне показалось, больше лего-система, и там имелись Power Functions моторы, M Power Functions моторы, часть функций была моторизирована. Наша задача была построить модель максимально функциональную, максимально надежную и, конечно же, максимально похожую на оригинал. Плюс основные функции должны были здесь быть воплощены. Я сразу же отмел вариант моторизации, потому что нынешняя система Control+, она слишком громоздкая. Машинное отделение, так скажем, у нас поместится только один большой Control+ блок с 4 каналами. Поэтому для моторов места тут в принципе не было. Если же увеличивать модель, то это сильно увеличит бюджет всей постройки, ну и сроки. Поэтому модель сделана в таком механическом виде. И вдохновлялся я вот этим замечательным экскаватором. Экскаватор 42121, который вышел у нас в начале 2021 года. Он простой, он работает на актуаторах, карданах, и тут есть органы управления с двух сторон, шестеренки, которые у нас управляют вот этими всеми стрела, ковши и так далее. И, кстати говоря, для сборки части вот таких машин я был вынужден купить партию вот таких вот экскаваторов. Как оказалось, я купил последний, потому что его в этом году снимают, видимо, с продаж. Хотя в каталогах он на следующий год остался. Я купил последние 60 штук, потом купил еще 90 на AliExpress, в самом известном AliExpress магазине, но, к сожалению, эти 90 штук заказ отменили, хотя до последнего магазин говорил, что они обязательно поставят эти комплекты, но так ничего не получилось. Ждал месяц зря. Вот эта буровая колонна, она имеет автоматический податчик, автоматическую систему наращивания буров. Вот как раз вот в этой штучке вращающейся, как барабан можно назвать, в нем стоят 3 дополнительных бура. И они поворачиваются. Здесь есть такая некая рука, которая захватывает их сверху и снизу на настоящей модели. И эта рука, она подает буры вот к этой буровой колонне, которая наращивает и, соответственно, опускает буры вниз. Сама колонна, понятно, она поднимается, опускается. То есть у нас вот так вот точнее колонна переходит в положение походное. Тут слишком много шарниров, нужно скрутить, чтобы опустить модель. Вот примерно так выглядит походное положение. Там еще кое-какие моменты есть. Сейчас я распущу катки, то есть машина передвигается у нас по площадке примерно в таком вот виде. Гусеничные катки, как видите, они тоже качаются. Это особенность модели, но здесь пришлось сделать их фиксированными, потому что в режиме качения ничто не удерживало модель от заваливания назад или, соответственно, вперед. Поэтому вот таким вот образом можно сделать. Но если необходимо, я просто фиксирую здесь пинами катки качающиеся, и у нас модель опять стоит ровно, не качается. Вопрос амортизаторов здесь был снят, необходимо было сделать вот именно только с фиксаторами. Органы управления находятся сзади, вот эти 2 крутилки, которые у нас управляют стрелой. Сейчас снова мы ее разложим. В стреле находится у нас 2 малых актуатора. Податчик может вот так вот подниматься, опускаться, это делается вручную. Там стоит у нас
большая зубчатая рейка и направляющая, как в наборе, например, Mercedes-Benz Arax. Там вот раздвигалась у нас часть руки, часть стрелы. Вот тут примерно таким же образом это делается. Там есть небольшое трение, в том числе за счет этого вот Lego System цилиндра, который создает небольшое трение и удерживает стрелу в поднятом состоянии. Но она может немножко, конечно, опускаться под своим весом. Вся эта конструкция, она поворачивается влево-вправо. То есть можно корректировать положение, не меняя положение самой машины на земле. Буровая колонна может наклоняться. Там у нас червячный механизм, еще одно колесико, и буровая колонна вот так вот наклоняется. Есть модификации этой машины с уменьшенной длиной буровой колонны. Здесь она 8-метровая, для 8-метровых, точнее, буров. Есть модификация, вот, где эта колонна поворачивается на 90 градусов, и по сути можно в стене делать бурение. Вот. Здесь же угол ограничен. Ограничен он в первую очередь из-за длины буровой колонны. Вот, и, соответственно, в другую сторону тоже немножко наклоняется она. Вот эти шланги, сама буровая головка находится здесь. Здесь, по сути, как бы такой резиновый кожух, который, как пылесос, засасывает по этому шлангу пыль при бурении. Он проходит вот здесь, я так понимаю, какой-то фильтр, и уходит дальше в машину. Здесь у нас есть небольшой вот такой вот хвостик, похожий на выхлопную трубу, откуда у нас высыпается содержимое вот того, что здесь проходит. Такие образуются маленькие кучки позади машины. Еще одна особенность машины настоящей в том, что она может управляться дистанционно, то есть оператора в кабине может не быть, и есть прямо рабочее место с компьютером, со всеми необходимыми органами управления, и можно прямо с базы делать буровые работы, не находясь в зоне опасности, где происходят какие-то взрывные работы. Да, чаще всего эта машина используется для того, чтобы бурить определенную такую сетку из отверстий в горной породе, куда потом закладывается взрывчатка, как я понимаю, и происходит взрыв, подрыв горной породы для того, чтобы копать ниже. Огнетушитель, лесенка, поручни сделаны частично из пневматических шлангов для того, чтобы сделать этот большой загиб. Там имеется такой большой планшет, на котором все органы управления сосредоточены, как на всей современной компьютеризированной технике подобного рода. Вот, то есть каких-то там рычагов, кнопок, как по старинке, такого здесь уже практически нет. Еще одна особенность модели в том, что она полностью модульная. Я при разработке, опять же, старался этого принципа придерживаться, чтобы модель можно было в любой момент разобрать, доработать какой-то один модуль и собрать обратно. Это очень выручает и экономит время. Я вам сейчас покажу. Это комплект для сборки. Здесь уже собраны отдельные модули, буровая колонна. Но это рама, шасси, по сути, к которой крепятся все остальные элементы. Корпус, скажем так, несущий. Это вот стрела, на которую крепится буровая колонна или податчик, еще называют ее. И, кстати, здесь уже видно тоже механизмы небольшие. Шестеренки, актуаторы, оси. Далее кабина собранная. С мигалкой, с радиопередатчиками, насколько я помню. Фонари, прожекторы для работы в темноте. Это задняя часть обшивки корпуса. Это крыша, тоже обшивка. Двери боковые. Это тоже боковые панели, навеска. Вот. Ну и остаются вот такие вот решетки. Ну и какие-то мелкие детали. Так, это у нас шасси гусеничное. Давайте начнем сборку. Сейчас я вам быстро покажу, как это собирается. Так, это фиксатор, который мы внесли в конструкцию буквально вот за некоторое время до доставки, до поставки клиенту, чтобы у нас дополнительное было усиление. Первое, что мы делаем, это крепим вот эту стрелу. Это самое сложное, потому что нужно войти здесь осями в определенное отверстие и провести актуатор через отверстие, чтобы он потом мог управлять у нас поворотом вот этой вот всей конструкции. Это самая тяжелая часть, эту ось нужно протиснуть через все плотные отверстия. Вот у нас конструкция уже есть. Кстати, можно прямо сейчас здесь вблизи показать, как там работают механизмы. Поднимается стрела. Просто два больших вала идут к актуаторам, которые управляют стрелой. А, вот здесь у нас будет рулевая система. Кстати, ее можно сейчас тоже закрепить сразу. Вот у нас поворот. Мне эта функция очень понравилась здесь. Что мы крепим далее? Наверное, заднюю часть можно крепить. В модели порядка 980 деталей, ну почти 1000. Так,
Люблю я модульные сборки. Главное не торопиться. Все, вот у нас готово. Ну, для гусениц Лего традиционно, они по гладкой поверхности не любят кататься. Так, надо, наверное, предварительно актуатор один освободить. Сама стрела крепится, в принципе, тоже двумя осями. Такая довольно быстро съемная конструкция. Из тех же соображений, чтобы легко можно было снять, доработать и обратно собрать. И пылесос подключаем к машине. Все, по сути, модель собрана, не считая маленьких деталей. А маленькие детали, это вот здесь не хватает большой радиоантенны с тарелкой сверху и поручни, которые здесь крепятся. Ну и последнее, здесь должен висеть огнетушитель, которого тоже пока нет, мы его убрали уже. Но на предыдущей модели, на предыдущей сборке я вам это показывал. Примерно вот так вот он работает в реальной ситуации. Есть еще один момент, который я вам покажу. Одно из последних пожеланий клиента – это чтобы у модели было освещение. Светодиоды Lego – это не самое лучшее решение с точки зрения как бюджета, так и практичности. Это громоздкие системы, громоздкие диоды, провода, которые нужно крепить. А нам тут нужно сделать было порядка 10 диодов. Поэтому мы обратились к сторонней компании, которая выпускает диоды для наборов Lego. И вот примерно вот такую штуку они нам сделали. Колонна, вот огонь, 4 на кабине, мигалка. Вот этот вот синий цвет обозначает, что включен режим удаленного управления машиной, и 2 задних. Ну и последнее, что я вам покажу, это то, что модель будет поставляться в таком вот ложементе, которое будет помещаться внутрь фирменной упаковки, которой у меня пока, к сожалению, нет. Но вот часть ложемента я вам показываю. Он будет вот высотой, я думаю, вот такой примерно. Должно получиться классно. Скоро будет еще одно интересное видео, которое вы очень ждете. Я постараюсь выложить его, ну, конечно, до Нового года. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить этот ожидаемый эксклюзивный контент. На этом все, пока. Есть бурильщики среди зрителей? Пишите ваши комменты снизу для тех, кто знаком с этой техникой.